Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, не раз слышали от наших либералов, что коммунизм и нацизм – это суть одно и то же. Фашизм равно коммунизм, хотя это не так. Нацизм равно коммунизм. Особого отличия между нацистами и коммунистами до начала Второй мировой войны никак не было. Кто хуже, Сталин или Гитлер? Там разница только в форме усов. Но это уже прошлый век. Сейчас в тренде говорить, что коммунизм не равно нацизм, а то, что коммунизм гораздо хуже и фашизма, и нацизма. Когда люди хотят подчеркнуть, что какие-то личности или режимы являются плохими, почему они используют термины «нацист» или «фашист», но почти никогда «коммунист»? Учитывая то, сколько страданий причинили людям коммунисты, почему слово «коммунист» вызывает гораздо меньше отвращения, чем «нацист»? Ну, а может быть, просто потому, что нацизм – это антинаучная концепция, которую биологи и антропологи разбили в пух и прах еще 70 лет назад, а марксизм – это логически обоснованная, научная концепция. И многие выводы Маркса, будь то неизбежная монополизация рыночной экономики, подтверждаются статистикой. Ну, ладно, давайте смотреть дальше. Коммунисты убили 70 миллионов человек в Китае, более 20 миллионов в Советском Союзе, не считая почти 5 миллионов украинцев, и почти каждого третьего камбоджийца. То есть 20 миллионов без украинцев, а с учетом погибших от голода украинцев, получается вообще все 25 миллионов. У меня такое чувство, что он все потери СССР во время Великой Отечественной войны записал в жертвы коммунизма. Откуда такие цифры? А для ответа на этот вопрос я возьму метаанализ на портале Our World in Data, посвященный жертвам голода за 19 и 20 век, и вбирающий в себя множество исследований на эту тему. Да, и сразу вопрос, почему я ищу 25 миллионов жертв коммунизма в России и 70 миллионов жертв коммунизма в Китае именно среди голодающих, а не, скажем, среди репрессированных? Ну, потому что понятно, что коммунисты в основном истребляют население голодом, потому что всех расстреливать это долго, напряжно, а так устроил голодомор и все, сразу до хрена трупов. Так, по данным главного исследователя сталинских репрессий Земского, всего с 1921 по 1 февраля 1954 было приговорено к высшей мере наказания 642 980 человек. Понимаете, да, что 25 миллионов и 600 тысяч – это сильно разные цифры. И, видимо, основные жертвы коммунизма надо искать именно среди голодных смертей. Итак, возвращаемся к метаанализу и диаграмме, сделанной по его данным. Красным отмечены жертвы голода в Европе, желтым в Азии. И вот они, жертвы большого скачка при МАО. Правда, судя по шкале, это всего порядка 16 миллионов. Странно, а где же эти 70 миллионов трупов, сделанных Компартией Китая? Непонятно, давайте разбираться дальше. Читаем аннотацию, и я воспользуюсь Google переводчиком, чтобы не мучить вас своим английским произношением. Безусловно, самое крупное отдельное событие в нашей таблице – это событие в Китае на рубеже 1960-х годов, связанное с экономической и социальной кампанией под руководством Мао Цзэдуна, известной как «Большой скачок вперед». Первоначальные результаты этого предполагали избыточную смертность около 30 миллионов, и эта цифра приобрела некоторую актуальность. Однако последующие оценки, как правило, были ниже. Для нашей таблицы мы используем среднее значение между самой низкой и самой высокой оценками, данными в наших основных источниках. 15 миллионов – это самая нижняя граница, данная исследованием 2009 года, а 33 миллиона – верхняя граница, данная исследованием 2000 года. Ну, то есть даже по самым крупным оценкам 70 миллионов жертв нема. А вот еще сноска. Хотя существует большая неопределенность в отношении точного числа смертей, связанных с голодом в рамках большого скачка, представляется очевидным, что в абсолютном выражении он представляет собой самый крупный голод в истории. Однако по отношению к численности населения уровень смертности был скромным по сравнению со смертностью в Ирландии, например, в 1840-х годах, или в Финляндии в 1867-68 годах, и был сравним с голодом 1876-1879 годов в Китае. Да, кто не знает, голод в Ирландии в 40-х годах 19 века унес жизни 1 миллиона человек при общей численности населения в 8 миллионов и вызвал бешеный поток миграции. К началу 20 века население Ирландии сократилось на 50%, оно стало тупо в 2 раза меньше. Собственно, весь этот наплыв ирландских переселенцев в США и Англии, запечатленный в очень многих художественных картинах, действительно имел место быть в 19 веке. Итак, у нас есть самый страшный, по крайней мере в относительных величинах,
голод, унесший жизни 12,5% от общего населения жителей страны. И вот почему-то любой голод при коммунистах называют голодомором, умышленным геноцидом и так далее. Но когда люди гибнут при капитализме и при власти капиталистов, почему-то об этом никто не вспоминает. А если и вспоминают, то виноватых как бы нет. Ну, вы понимаете, так просто сложилось. Ну, да, трагедия, но никто не виноват. Ну, это случайность, там, засуха или что-нибудь еще. Вы не находите, что это как-то, ну, несправедливо, что ли? И да, возвращаясь к Китаю. Голод в 70-х годах 19 века – это вот этот столбик, который невооруженным глазом, даже больше, чем голод 60-х при Мао. А кто в 70-х годах 19 века правил Китаем? А прозападное правительство. А сам Китай был разделен на сферы влияния между Британией, Францией и США. То есть, когда при Мао от засухи и экономических причин умирает 20 миллионов человек, то это коммунистический геноцид, который при первой же возможности надо вспоминать и осуждать. А когда Британия десятилетиями заводит опиум в Китай, культивируя наркоманию, которая приводит к деградации и вымиранию населения, то это все ок. Это вспоминать не нужно. Капитализм здесь не виноват. В избыточной смертности виновата засуха, тупые китайцы, ну или кто-то там еще. Ну, в общем, очень объективненько. И вообще, если вы любые жертвы при коммунистах записываете в жертвы коммунизма, тогда эту диаграмму надо читать вот так. Вот здесь начинается власть коммунистов в Китае. Следовательно, вот это и вот это жертвы капитализма в Китае и Индии. Кто у власти, тот и виноват? Верно? Ну тогда объяснитесь, пожалуйста, за голодомор, устроенный британской колониальной администрацией в Индии, в Бенгалии в 1943 году. Но нет, вы не понимаете. Это другое. Когда в соцстранах люди гибнут от голода и болезней, то это обязательно коммунистический геноцид. Но когда люди гибнут в Ирландии, в Финляндии, в Индии, то это голод и болезни, а капитализм тут совершенно ни при чем. В общем, дядечка не только забыл рассказать о голодоморах, которые возникали по объективным физическим или экономическим причинам еще задолго до коммунистов, но и жертвы голода при Мао и Сталине умножил в несколько раз. В общем, 10 Солженицыных из 10. Закиньтесь таблеточками, потому что мы сейчас будем смотреть дальше. Коммунисты поработили целые народы. В России, Вьетнаме, Китае, Восточной Европе, Северной Корее, на Кубе и большей части Центральной Азии. Они разрушили жизнь более миллиарда человек. Так разрушили, что СССР на 1989 год был второй экономикой мира. А ожидаемая продолжительность жизни советских граждан в середине 60-х была сравнима с европейскими странами. Как коммунисты разрушили миллионы жизней в России, очень хорошо видно по данным Росстата. Начался капитализм в России, началось массовое вымирание. Причем обратите внимание на то, что если мы уберем миграцию, то есть считаем только естественный прирост, то у нас даже в сытые нулевые выпиливалось по полмиллиона, по миллиону граждан в год. Видимо, этот дядечка живет где-то в параллельной реальности. Да, я даже не буду задавать вопросы о дефинициях тех слов, которые он произносит. Что значит разрушили? Что такое разрушенная жизнь? Когда ты не можешь купить себе жвачку, джинсы или видеомагнитофон, это разрушенная жизнь? Или когда ты не можешь себе позволить медстраховку, как в США, например? Может быть, это разрушенная жизнь? И да, а как так получилось, что коммунисты рушили людям жизни, а они потом в соцопросах говорят, что жизнь при коммунистах была лучше, чем сейчас? Да, ссылочку на статистику по голоду и на вот эти соцопросы в Восточной Европе я, как всегда, оставлю в описании к видео на YouTube. Коммунисты поработили целые народы. В России, Вьетнаме, Китае, Восточной Европе, Северной Корее, на Кубе и большей части Центральной Азии. Мне нравится, как он использует конструкцию «коммунисты поработили целые народы». Как будто коммунисты это что-то внешнее, какие-то пришельцы с другой планеты, а не выходцы из самого этого народа. Я сейчас для особо одаренных даже картинку нарисую. Вот у вас есть народ какой-либо страны, и можно говорить о том, что его поработили, когда какая-то внешняя сила пришла и захватила. Как Чехию и Францию, например, поработила нацистская Германия. Но когда у нас в процессе гражданской войны одна часть народа побеждает другую, происходит социальная революция, то это обычно не называют порабощением народа. Но пропагандон Деннис Прагер специально использует этот оборот. Коммунисты поработили народы, как бы отделяя народ от коммунистов. Как бы говоря, что
Это не народ, народ-то хороший, он не мог по своей воле выбрать коммунизм, его обманули, это все клятые коммуняки. А народ-то у нас хороший, народ ни при чем, он хочет капитализм на самом деле. В общем, все по заветам Геббельса. Специально для Денниса Прагера и Республиканской партии США, на подсосе которой он и функционирует. Поясняю. Когда японские и американские войска вторгаются во время гражданской войны в России на территорию Сибири и Дальнего Востока, то это порабощение. Когда у нас местное население в результате гражданской войны переходит к социализму, то это не порабощение, это революция. Когда Индия, Пакистан, Бангладеш входят в состав Британской империи, это порабощение англичанами народов этих стран. Когда в Китае большая часть населения поддерживает коммунизм и осуществляет социалистическую революцию, изгнав сначала японских захватчиков, потом правительство Гоминьдана, то это тоже не порабощение народа. Ферштейн? Итак, почему коммунизм не имеет столь же ужасной репутации, как нацизм? Причина первая. Люди попросту ничего не знают о деяниях коммунистов. Ну, точно, им же никто об этом не рассказывает 24/7. Никто же не снимает клюквенные фильмы, сериалы, игры, в которых коммунисты показаны исчадием ада. Ну и опять же вопрос, как так вышло, что жители Восточной Европы, которые не только слышали о социализме, но и жили при нем, почему-то о нем вспоминают и высказываются позитивно. Ну, не иначе, как стокгольмский синдром. В то время как и левые, и правые ненавидят нацизм и учат о зле в его истории, левые, и когда я говорю о левых, я не имею в виду традиционных либералов, таких как Гарри Трумэн или Джон Кеннеди, которые никогда не испытывали отвращения к коммунизму, а о тех левых, которые преобладают в академических кругах и почти никогда не учат о зле в истории коммунизма. Короче, во всем виноваты преподаватели в школах и университетах, которые сплошь леваки и про коммунизм бедным детям рассказывают все только самое хорошее. Да, слышал я такую версию уже и не от кого-то там, а от самой Екатерины Шульман. Конечно, образованный класс в западном мире нынче все леваки. Дальше будет только хуже. Готовьтесь. Значит, марксист на марксист сидит, марксистам погоняет. Как они вырулят из этого, это отдельная история, но пока это так, и с каждым следующим поколением это только усиливается. Честно говоря, это единственное высказывание Шульман, которое мне прям нравится. Просто услада для ушей. Можно гонять на повторе как мотиватор. Вот только послушайте. Образованный класс в западном мире нынче все леваки. И с каждым следующим поколением это только усиливается. Все леваки. Все леваки только усиливаются. Ну так как так получилось, что в среди интеллигенции, среди учителей, врачей, ученых вдруг появилось так много марксистов? А может быть, потому что интеллигенция имеет более критическое мышление, имеет больше времени для того, чтобы изучить какие-то данные, статистику и не делать выводы на эмоциях. Именно поэтому в академических кругах очень много левых. Они смотрят на вещи более объективно и не верят клюкве из телевизора и таким вот пропагандонам. Да нет, что вы, это чисто так исторически сложилось, тупо случайно. Появились марксисты как-то в университетах, и вот все завелись там, и никак их не выведешь, не выкуришь оттуда, не получается. И заменить на консерваторов тоже не получается. Как только туда приходит новый преподаватель, не левак, они сразу же его кусают, и все, и он тоже становится таким же, как и они. По сей день я помню это. Черт! Причина номер 2. Нацисты осуществили Холокост. Холокост — это абсолютное и непревзойденное злодеяние. Коммунисты убили намного больше людей, чем нацисты, но им никогда не удалось превзойти Холокост по систематизации геноцида. Уникальность Холокоста и огромное внимание, по праву принадлежащее ему, помогло утвердить нацизм как нечто худшее, чем коммунизм. Вы поняли, да? Так-то коммунисты убили больше народу, просто у них, рекламная кампания не очень была. А может быть дело в том, что в нацистской Германии людей убивали специально? Евреев топили в печках, убивали в газовых камерах, а в СССР и Китае люди умирали в основном от экономических причин, и то в первые годы власти. А может быть дело в том, что когда в СССР голодали в 20-е и 30-е из-за засухи и экономической нестабильности, правительство Советов делало все возможное для того, чтобы решить эту проблему. Отправляло воззвания к иностранным правительствам и общественным организациям, продавала золотой запас Российской империи, чтобы срочно купить хлеб за границей и так далее, и так далее. А может быть дело в том, что военнопленных в СССР никто не травил в
в газовых камерах и не заставлял работать до полного истощения, а относился к ним как к людям. Поэтому, согласно статистике, из 4 миллионов 376 тысяч из советского плена вернулось на родину 86% немецких солдат, тогда как из германского плена вернулось меньше половины. Вот такой вот людоедский режим коммунистов в СССР. Ухаживал за пленными солдатами врага, как за своими родненькими. Причина номер 3. Коммунизм основывается на красивых теориях. Нацизм же? Нет. Он основан на гнусных теориях. Ну, наконец-то хоть один нормальный тезис в этом видео. Только не красивые, а научные теории. Действительно, в основе марксизма лежат ряд научных теорий, тогда как в основе нацизма лежат антинаучные теории расизма и антисемитизма. Причина номер 4. Немцы подробно разоблачили злодейство нацизма, взяли на себя ответственность за них и попытались искупить их. Русские не сделали ничего подобного по отношению к ужасам Ленина или Сталина. Ну, начать стоит с того, что еще при Хрущеве в 50-х годах был разоблачен культ личности Сталина и удалены памятники по всей стране. Сталинские репрессии осуждены руководством СССР. Проведена широкая реабилитация политических заключенных и жертв сталинских репрессий. Поэтому каяться за сталинский период начали еще во времена СССР. А после возвращения России к капитализму, после буржуазной контрреволюции, российскими властями сделано очень много для того, чтобы покаяться за так называемые преступления советской власти. В нашей стране дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяний тоталитарного режима. И такая оценка не подлежит никаким ревизиям. Признание Катынского расстрела как военного преступления СССР, почитание, а уж тем более добавление в школьную программу антисоветчика Солженицына, сооружение и содержание по всей стране музеев ГУЛАГа и памятников жертв сталинских репрессий и так далее, и так далее. Поэтому то, что говорит Денис в конце 3-й минуты своего замечательного видео, это все ложь, вранье и провокация. В еще меньшей степени Китай разоблачил убийцу и поработителя миллионов Мао Цзэдуна. Ну я же говорю, лично порабощал, убивал миллионы в одно рыло. Ох, трындец у него слог, конечно, детский сад какой-то, ей-богу. Это один из лучших пропагандистов консервативных ценностей в США. Тут, конечно, на этом тейке хочется сказать не трындец, а другое слово, более жесткое. Но у нас тут не Стас-комментатор, а приличная передача. Поэтому воздержимся. Причина номер 5. Коммунисты убивали преимущественно свой народ. Нацисты, с другой стороны, убили очень мало немцев. Ну, если для тебя 8 миллионов немцев, которые погибли в результате Второй мировой войны от голода и войны, это убили чуть-чуть, то тогда да, Гитлер убил чуть-чуть. Всего лишь 12% от общего населения страны. Всего лишь 3-е место по относительным потерям во Второй мировой войне после Польши и СССР. Ну, хотя немцы по большому счету умирали от чего? От голода, от бомбежек союзников. Умирали на советском Восточном фронте от рук советских солдат. Поэтому, в принципе, 80% и тут можно записать в жертвы коммунизма. Общественное мнение, этот бессмысленный аморальный термин, считает убийство членов своей собственной группы гораздо менее значительными, чем убийство аутсайдеров. Именно поэтому, например, тот факт, что одни черные убивают миллионы других черных в Африке, не привлекает почти никакого внимания со стороны мирового общественного мнения. А может быть потому, что миллионы черных в Африке не убивают друг друга каждый год, поэтому общественное мнение не скорбит по этому поводу? А давайте с вами посмотрим статистику убийств по странам. Заходим опять на портал Our World in Data. Страница посвящена статистике по преднамеренным убийствам. Ссылку на эту страницу я тоже оставлю в описании к видео. Итак, смотрим. Более 400 тысяч человек умирает от убийства каждый год. Это всего 1% от глобальной смертности. Однако в некоторых странах преднамеренные убийства могут составлять до 10% от общей смертности. Ну, то есть меньше полумиллиона смертей в год. Это во всем мире, на всей планете, включая и Африку, Мексику, Бразилию там, и так далее. Никаких миллионов смертей здесь нет. А если мы посмотрим статистику убийств по Центральноафриканской Республике, Конго или Анголе, то мы увидим, что уровень насильственных смертей там примерно на таком же уровне, как в США. Поэтому для Дениса я открою секрет. Общественное мнение не вспоминает о миллионах смертей негров в Африке.
потому что там нет миллионов смертей негров в Африке. А вот когда там действительно происходят события с жертвами под миллион, такие как геноцид в Руанде 1994 года, то общественное мнение почему-то про это помнит. Страшные последствия геноцида в Руанде, 20-летие начала которого отмечается в эти дни. Межплеменной конфликт вылился в геноцид Тутси. По разным данным, за 100 дней были убиты от 800 тысяч до миллиона человек, 3/4 из которых принадлежали к народности Тутси. Да, кстати, листая статистику смертности, я заметил еще один очень интересный момент. В мире в целом от суицида людей умирает почти в 2 раза больше, чем от homicide. Ну, то есть от криминального, бытового убийства. Жертвы военных конфликтов вынесены вообще в отдельный столбик, если что. И тут цифры по сравнению с криминалом вообще скромные. Но прикол здесь в том, что при капитализме вероятность того, что ты сам на себя наложишь руки от безысходности, почти в 2 раза больше, чем вероятность того, что тебя убьют. И это, конечно, тема для отдельного большого ролика. А пока хочется сказать лишь одно. Капитализм, счастье, заебись. Ну и наконец-то мы с вами дошли до последней, до 6-й причины этого монументального видео. Ну давайте уже досматривать. И причина номер 6. С точки зрения левых, последней правильной войной была Вторая мировая. Война против немецкого нацизма и японского фашизма. Левые не считают войны против коммунистических режимов правильными войнами. Например, война Америки против вьетнамского коммунизма считается аморальной, а война против корейского коммунизма и его китайских коммунистических сторонников попросту игнорируется. Ну и тут под конец у дядечки начались конкретные проблемы с причинно-следственными связями. Коммунизм осуждается не так сильно, как нацизм, потому что войны, которые вело США против коммунистических режимов, считались аморальными. Так может потому, что коммунизм это не нацизм? Из-за этого Вьетнамская война считается несправедливой, а не наоборот. В общем, последний тейк какой-то совсем слабый, даже по меркам Солженицына. А к чему я вам вообще все это рассказываю? Вроде то, что дядечка не в себе, а его тезисы сделаны по методичкам Геббельса, и так понятно. Неужели все это видео только для того, чтобы вас развлечь и лишний раз потешить ваше самолюбие? Ну, не без этого, да. Ну, а вообще, как бы трэшово вот это все не звучало, многим, тем не менее, эти тезисы могут показаться вполне убедительными. Ведь мы с вами смотрим русскоязычную версию этого видео. То есть кто-то из наших соотечественников увидел этого дядечку и подумал: о, какой классный дядечка, как он хорошо все рассказывает, как все понятно, быстро, разложено по полочкам. А дай-ка я потрачу свое время, переведу это на русский язык и буду нашим русским коммунистам показывать, поучу их уму-разуму. То есть у этого видео могут вполне появиться поклонники и последователи в России, по сравнению с которыми перлы Шульман, Каца, Варламова нам покажутся просто цветочками. И если Денниса Прагера, профессионального антисоветчика, который сидит на зарплате сразу у нескольких политических организаций и имеет активы в 5,5 миллионов долларов, мы переубедить и повлиять никак не в состоянии, то вот на наших граждан, по уши в кредитах и с голым задом, которые тем не менее вполне вероятно будут это репостить, повлиять можно и даже нужно, чем, собственно, мы с вами здесь и занимаемся. И, как всегда, спасибо за просмотр. С вами был Василий Садонин и канал Выход Есть. Скоро увидимся. Пока.